Друзья, всем привет! Вы на канале в хоккее. Боб Хартли возглавил Ярославский Локомотив. Сразу же затронем финансовую составляющую. Хартли за год получит 160 миллионов рублей в Локомотиве. Локомотив никогда в жизни никому не платил таких денег. По официальным данным, Игорь Никитин заработал в прошлом году 70 миллионов. А Никитин выиграл все, что можно. По соотношению цена-качество Хартли будет очень тяжело перебить Игоря Никитина, потому что ему нужно выиграть не просто все, а еще более уверенно, чем Никитин, и еще и на следующий год. Конечно же, это будет очень сложно, давление будет на Хартли сумасшедшее, при любой неудаче будут говорить и указывать пальцем. Хотелось бы еще отметить такой момент, что зачем Локомотиву было предлагать такие деньги иностранцу и другому тренеру, если можно было предложить такие деньги Никитину, который работал здесь. Тренер, который добился таких результатов, который так сильно нравился, выиграл долгожданный Кубок Гагарина, получил в ЦСКА именно такую же сумму. Это еще одно доказательство того, что Никитин ушел в ЦСКА в первую очередь не из-за денег, а из-за того, что такими людям, которые его попросили, невозможно и нельзя отказать. Смысл было искать Локомотиву нового тренера. Дай Никитину, если вопрос в деньгах, такие же деньги, и он останется. Поэтому здесь очень интересный момент в этом. Средняя зарплата тренеров КХЛ растет. Еще пару лет назад ни один тренер и игрок КХЛ не получали больше 100 миллионов. Теперь уже Хартли третий такой человек. Никитин 160, Хартли 160, Гибуше 150. Теперь уже очевидно, что те люди, которые говорили, что Хартли уехал из-за геополитической ситуации, уехал вариант второй из-за того, что из Балашихи в Омск Авангард возвращался, или кто-то говорил, что забыл утюг выключить у себя в Канаде. Весь вопрос был в деньгах, потому что, как нам утверждают, в Авангарде долго грезили Хартли, переживали, что он ушел. Оказывается, скорее всего, было все не так, а только один Крылов об этом и переживал, который, уйдя из команды, без него практически никто не вспоминал уже о Хартли. Вопрос был весь в деньгах. Ведь сейчас отсутствие работы, и не так, что Хартли не мог жить и переживал, соскучился по нашей лиге, хочет сюда вернуться. Предложили сумму, которая его устраивает, он сразу же приехал. Значит, можно было спокойно его и вернуть, и оставить в Авангарде. Он не принципиально не хотел сюда ехать. Вот такая складывается ситуация. Второй момент, конечно же, нужно сказать, что со спортивной точки зрения Локомотив блестящее подписание, потому что Хартли ни в коем образе ничем не слабее, как тренер Никитина. А может быть даже сильнее. Это очень именитый специалист, выигравший за свою карьеру и Кубок Стэнли, и Кубок Колдера, чемпионат Швейцарии, Кубок Гагарина вместе с Авангардом. Между прочим, противостояние как раз-таки Хартли-Никитин, счет 1-1, причем они встречались два раза в финалах, выиграли по разу. Учитывая то, что игроки Локомотива очень серьезно настроены в новом сезоне именно против ЦСКА и Никитина, а у Никитина с Хартли свои счеты, эти матчи и в регулярке, а уж если они в плей-офф встретятся, будут очень жаркими и интригующими. Я с нетерпением жду этих игр, это будет просто сумасшедшие матчи, поэтому сезон ожидается просто сумасшедший. Момент единственный, что Хартли едет сюда без своего основного помощника Клутье, который делал основную тренерскую, черновую и теоретическую работу. Посмотрим, что он покажет без него. Третий момент, конечно же, стоит отметить формирование состава. Принципы работы Никитина и Хартли довольно-таки похожи. Это очень жесткая дисциплина, работа по заданию, серьезность игры. Но, конечно же, какие-то моменты и нюансы отличаются. В любом случае, конечно, руководство Локомотива надеется, что сильно перетряхивать состав не придется, потому что это очень много нужно будет сделать телодвижений. Посмотрим, как это будет вживую. Есть одно замечание, что Сергей Толчинский, который плохо сейчас лежит в СКА, им недовольны. Блестящий сезон провел именно у Хартли в Авангарде и выиграл в 2021 году Кубок Гагарина. Его признали MVP плей-офф. Он блестяще играл в большинстве, поэтому большая вероятность того, что все сходится к тому, что Толчинский может оказаться в Локомотиве. Еще один креативный игрок Локомотива не помешает. Поэтому будем ожидать его там и увидим, будет ли так это или нет. Конечно, Локомотив мог бы разглядеть более
бюджетные варианты тренеров, например, Леонида Тамбиева из «Адмирала», который вырос уже из этой команды, но это не гарантировало бы успеха. Денег меньше, но и вероятность победы меньше. А «Локомотив» уже теперь задрал такую планку, что хочет выигрывать постоянно Кубки Гагарина. Они почувствовали запах победы и не хотят его упускать. Поэтому, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем дальше смотреть за изменениями состава и новыми подписаниями. Всего доброго и всем до свидания.